И сегодня на обзоре у нас Келикия Palace Hotel Гейнюк. Идемте посмотрим номера и территорию. Отель расположен в районе Гейнюк в Кемере. Рядом располагается поселок с магазинами и кафе. Скучно вам не будет. Отель построен в 2001 году. Последняя реновация прошла в 2018. Вам точно понравится этот отель, так как он современный, уютный и стильный, и ухоженной компактной территории. Отель состоит из основного здания и делится на два блока – активный и релакс. Концепция отеля – high class. Это означает, что плотно поесть, перекусить и чего-нибудь выпить можно буквально круглые сутки. В отеле есть несколько бассейнов, включая бассейн с подогревом, спа-салон, фитнес-центр. Отель прекрасно подойдет для отдыха с семьей и детьми. Давайте пройдем в холл. Welcome drink в холле уже встречает. Отель «Пятерочка». Зарекомендовал себя очень хорошо. Вот такой красивый холл у них красивый холл. А мы пока смотрим. Значит, в ту сторону вижу маркеты, спа-центр вниз. Первый этаж, тут магазинчики, маркет. Даже присутствует своя читальная комната. Красиво. Это лобби-бар. Лобби-бар работает 24 часа. Вот такая симпатичная рецепция. Странно, почему-то часы без стрелок. Друзья, Wi-Fi бесплатно на всей территории, в номере, на пляже. Мини-бар бесплатно. И рум-сервис даже бесплатно, это очень важно. То есть вы можете заказать там себе гамбургер, хот-дог, что-то перекусить прямо в номер, это все бесплатно, в стоимость входит. На сегодняшний день этот отель в стопе, то есть заполненный на все 100%, все номера заняты. Я не смогу зайти в номер, чтобы заснять вам конкретно какой-то из номеров, но несколько фотографий я приберег для вас. В отеле 4 типа номеров разной категории. Максимальное размещение 2+2 или 3+1. Есть номера для людей с ограниченными возможностями. Вообще вся территория приспособлена для людей с ограниченными возможностями, и даже в бассейне есть специальный лифт. Друзья, на территории 5 а-ля карт ресторанов, и в один из них вы можете пойти бесплатно, если за неделю. А если вам захочется еще раз пойти, то это будет стоить $25 с человека. Красивое французское кафе с огромным выбором десертов и клевым кофе. Есть еще отдельно круассаны с вкусными круассанами на любой вкус. И да, для любителей Старбакса он тут есть. Вот такая красивая зеленая территория. Все пострижено, все такое аккуратненькое. Детскую площадку наблюдаю по левой стороне. Море очень близко, это первая линия. Бассейн. Давайте пройдем вниз по территории. Главный ресторан находится прямо напротив бассейна. Завтрак, обед и ужин проходит тут. В отеле несколько ресторанов и баров с разнообразным меню. И даже есть детское меню. И вот он сам бассейн. Он небольшой, но места хватает для этого количества посетителей. Даже спасатель есть. Ну и, конечно, не может вас не порадовать прекраснейший вид на горы. В отеле присутствует аквапарк. Горки работают с 10 до 5 вечера. Ваши детки могут кататься тут практически целый день. Есть душевые, шезлонги для родителей и детей. На территории отеля 2 детских бассейна, а также детская площадка, детский клуб. Да, для самых маленьких есть услуги няни, но эта услуга платная. И, конечно, амфитеатр, как без него. Вечером обязательно представление вам покажут. Шоу-программа. Днем проходят спортивные и развлекательные программы, конкурсы для взрослых и детей. Вечером устраивают всевозможные мероприятия и представления. Танцы, тематические вечера, а также концерты живой музыки раз в неделю. Настольный теннис присутствует, ребята отдыхают. По дороге на пляж слева пул-бар с большой террасой, с прекрасным видом на море. Давайте посмотрим, какой пляж. Друзья, у входа
Тут практически просеянный песочек. Я вам покажу поближе. А у входа в воду мелкая галька немножко присутствует. Слегка-слегка. Зона для купания огорожена. Там уже активные виды спорта на воде. Пирс, который сейчас они заново стелят, новый. Я думаю, что через неделю он уже будет весь закончен. Это максимум. Волейбольная площадочка. Есть навесы присутствуют с шезлонгами. И вот такая терраса красивая. Душ тоже присутствует. То есть пул-бар, он же и бич-бар практически. Вы можете оттуда взять себе коктейльчики, выйти, позагорать у моря. Давайте заглянем в этот бар и посмотрим, что тут можно перекусить и выпить. Так, тут холодильники с водой. И вижу кетчуп и майонез. Вам тут могут сделать кетчинес. Ну а тут Рустам вам накрутит сочную шаурму, а Фатима угостит вкуснейшей гизлюме. И различные снеки. Бар с различными напитками. На любой возраст вам сделают коктейль, напиток, все, что душе угодно. Hello. Друзья, вот эта вся зона, где бассейн, это называется активная зона. И этот корпус как бы относится к активной зоне. Сейчас мы двигаемся в релакс-зону. Красивая зеленая зона, все пострижено, все побрито ровненько. Вот так выглядит релакс-зона. Тут отдельные номера. Бассейн один большой общий для этого корпуса, а для этих домиков свой бассейн отдельный. Ну, он соединяется, конечно, плавать не запрещено. Есть детский бассейн свой маленький. Тут более тихо, спокойно. Нет музыки, нету движника. Все программы активные проходят в той зоне главной. Ребята, в этом отеле даже есть своя винария. Сейчас я вам покажу. Вот так оно выглядит. Вы можете подобрать себе вино по вкусу и выпить его в одном из а-ля карт ресторанов. Ресторанов, как я сказал, тут уже несколько. Они все находятся в одном коридоре, в одном здании, в одном корпусе. В зоне релакс. Друзья, если вам понравился этот отель, обязательно пишите комментарии, мы вам ответим, подберем тур на ваши даты. Ребята, это не реклама отеля, мы делаем честный обзор. А еще одно дополнение. На территории этого отеля есть теннисные корты. Можно заниматься большим теннисом. Ну а вы подписывайтесь на наш канал. Если понравился отель, ставьте лайки. А мы едем к следующему отелю. Будем больше снимать для вас, чтобы вы могли определиться с отдыхом в этом сезоне.